1 сентября 1859 года телеграфист в Бостоне отдернул руку от аппарата. Машину било током, саму по себе, без подключенной батареи. А в это же время к Земле уже летел из глубины галактики луч гамма-излучения, который выйдет на нас, может, через миллионы лет, после того, как породившая его звезда вообще перестанет существовать. И прямо сейчас между звездами движется камень размером с дом, которого не видит ни один телескоп. Он подходит со стороны Солнца, а туда смотреть нечем. Ни одно из этих трех не похоже на монстра из фильма, и в этом вся суть. С таким списком каждый день работают специалисты по космической погоде, планетологи, люди, которые ловят гравитационные волны. И пугает их не фантастика, а то, что уже намерено приборами и лежит в журналах. Дальше 10 таких пугающих для ученых штук. И первая в списке у нас Солнце, которое совсем непростая лампочка. Мы привыкли к Солнцу, как к лампочке на потолке. Светит – день, не светит – ночь. Чего тут думать? А это нестабильный плазменный шар, у которого магнитное поле постоянно перекручивается и рвется. И иногда он выплевывает в нашу сторону облако заряженных частиц массой в миллиарды тонн. Специалисты по космической погоде называют это корональным выбросом массы. Тот бостонский телеграфист как раз попал под такое. В начале сентября 1859-го случилось событие Кэррингтона – самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. Облако плазмы дошло до Земли, столкнулось с магнитным полем планеты и понеслось. По станциям от Северной Америки до Европы из аппаратов сыпались искры, операторов било током, кое-где загоралась бумага на столах. А в небе при этом полыхало северное сияние, там, где его отродясь не видели. Вот что обидно. Для большинства людей первый признак такой бури – это не сирена, а именно красивое сияние, когда уже началось. В 1859-м у человечества было ровно одно уязвимое место – телеграф. Сейчас их тысячи. Спутники навигации, банки, авиация, энергосети целых регионов. Буря 89-го года, заметно слабее Кэррингтонской, на несколько часов вырубила свет во всем канадском Квебеке. А есть след совсем редких солнечных ударов. И он не в проводах, а в дереве. В годичных кольцах некоторых деревьев физики находят резкие скачки радиоактивного изотопа углерод-14. Это называют событием Мияки, по имени японского физика, который первым такой скачок заметил в кольцах 7-8 века нашей эры. Откуда они берутся, до сих пор спорят. То ли это была чудовищная вспышка на Солнце, то ли серия вспышек подряд, то ли вообще что-то другое. Таких событий насчитали штук 9 за несколько тысяч лет. Выходит примерно раз в тысячелетие. И вот это в голове не укладывается. Дерево простояло 800 лет, а внутри, в углероде, у него до сих пор записана буря, которую никто не видел и не записал. Только дерево. Идем дальше. Астероидный камень. И он не обязан быть размером с гору, чтобы быть опасным. 15 февраля 2013-го жители Челябинска стояли у окон с телефонами и снимали яркую вспышку в небе. Через 1,5 минуты эти окна к ним прилетели обратно. Тело, которое вошло в атмосферу, не видел заранее никто. Ранило больше 1000 человек, и почти всех не обломками с неба, а собственными стеклами, выбитыми ударной волной почти в 8000 зданий. Кино приучило нас бояться горы, которая медленно ползет к Земле. С горами как раз порядок. Самые крупные астероиды отслеживаются хорошо, орбиты посчитаны на десятилетия вперед. Ни один в нашу сторону не летит. НАСА формулирует осторожно. На ближайшую 100 лет известной серьезной угрозы нет. Беда в среднем и мелком. Каталог тел поменьше до сих пор дырявый. Объект метров в 20-30 светит слишком слабо, чтобы заметить его загодя. Особенно если он крадется со стороны Солнца, а это слепая зона. Туда наземные телескопы смотреть не могут вообще. Дневное небо забивает любой слабый сигнал. Челябинский как раз оттуда и пришел. Чтобы закрыть эту дыру, НАСА готовит инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor. Он должен уйти к точке Лагранжа не раньше осени 2027-го и искать такие камни по теплу, а не по отраженному свету. 26 сентября 2022-го инженеры в лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса смотрели на экран, где аппарат DART сближался с астероидом Дидим на скорости порядка 6,5 км в секунду. Последний кадр, который камера успела передать
5 за секунду до удара, каменистая поверхность спутника Диморфос крупным планом. Потом связь оборвалась. После столкновения период обращения Диморфоса вокруг Дидима сократился на десятки минут. Первый раз в истории человечество подвинуло небесное тело руками. Но и это работает только если объект засекли заранее, за месяцы, хоть за недели. Не засекли, никакая железяка не успеет. И еще одна штука, от которой делается не по себе по-хорошему. Солнечная система не закрыта на замок. Иногда сквозь нее пролетают тела, которые родились вообще у других звезд. Таких зафиксировали 3. Оumuamua в 2017, комета Борисова в 2019 и комета 3I/Atlas. Ее поймал летом 2025 телескоп Atlas в Чили. И по гиперболической траектории сразу стало ясно, что она не местная. НАСА проверила. Обычная комета. Для Земли безопасная. Просто залетная. А вы знаете, что есть вспышка, которая уже произошла? Гамма-всплеск – самое мощное, что Вселенная умеет выдать после большого взрыва. За несколько секунд такой всплеск выбрасывает столько энергии, сколько Солнце не выработает за всю свою жизнь. Рождается он либо когда массивная звезда схлопывается в черную дыру, либо когда сталкиваются два плотных объекта, вроде нейтронных звезд. Почти все всплески, которые ловят орбитальные телескопы, случились в далеких галактиках миллиарды лет назад. Читаешь новость, видишь миллиарды лет и выдыхаешь. Звезда, которая это устроила, давно уже не звезда. Проблема не в самой вспышке. Проблема, насколько близко она бабахнет. Гамма-всплеск бьет не во все стороны, а двумя узкими лучами, как прожектор. Чтобы он реально задел жизнь на планете, должно совпасть две вещи. Рвануло в пределах нескольких тысяч световых лет, и луч смотрит прямо на нас. По расчетам, в обозримом будущем это крайне маловероятно. А вот что было бы при попадании, физики прикидывают вполне конкретно. Сам по себе луч не прожарил бы планету насквозь, но за секунды снес бы заметную часть озонового слоя. А дальше уже обычное солнечное ультрафиолетовое излучение спокойно добивает то, что осталось от пищевых цепочек. Кое-кто из исследователей всерьез прикидывает, не приложил ли похожий всплеск руку к одному из массовых вымираний в прошлом Земли. Это версия, не приговор. И все-таки странно держать в голове. Самое разрушительное событие во Вселенной для телескопа выглядит как короткая яркая точка, которая случилась так давно, что и звезды той уже нет. Также неподалеку есть мертвая звезда, которая все еще кусается. Магнитар – это даже не звезда, это ее труп. Ядро, которое после взрыва сверхновой сжалось до размеров небольшого города, но осталось тяжелее Солнца. И при этом сжатии магнитное поле закрутилось до значений, которые просто не с чем сравнить. В сотни триллионов раз сильнее земного. Чтобы было понятнее, насколько это много, будь магнитар на полпути к Луне, его поле стерло бы данные со всех банковских карт на Земле и размагнитило бы любую технику. Хорошо, что ближайший от нас очень далеко. 27 декабря 2004 магнитар СГР 1806-20, до которого десятки тысяч световых лет, выдал вспышку. Самую яркую гамма-вспышку, что вообще когда-либо ловили от объекта за пределами Солнечной системы. За долю секунды она выплеснула больше, чем Солнце за сотни тысяч лет. Приборы НАСА засекли, как у Земли дрогнула верхняя атмосфера. Дневная ионосфера на минуту-другую повела себя так, как обычно ведет только ночная. Ничего не сломалось, глазом ничего не увидеть. Но датчики по всему миру синхронно записали, как штука с другого края галактики дотянулась до воздуха над нашими головами. 28 апреля 2020-го радиотелескоп Чайм поймал быстрый радиовсплеск. И впервые источник оказался не в чужой галактике, а у нас дома, в Млечном Пути. 30 тысяч световых лет, созвездие Лисички. И опять магнитар. СГР 1935 плюс 2154. До этого такие всплески прилетали только издалека, загадочными щелчками непонятно откуда, и природу их толком не понимали. Этот случай впервые привязал часть таких сигналов к магнитарам. Часть, потому что для всех остальных всплесков вопрос так до конца и не закрыт. Но где заканчивается физика? Черная дыра страшна не тем, что похожа на дыру. Страшно, что это место, где Вселенная как будто вешает табличку. Дальше ваши привычные объяснения не работают. Сначала развею главный миф.
Черная дыра не пылесос. Она не засасывает все подряд и не тянет сильнее, чем любой другой объект такой же массы. Если бы Солнце сию секунду стало черной дырой такого же веса, орбита Земли не сдвинулась бы ни на метр. Дело вообще не в притяжении. Дело в том, что творится у самого края. У черной дыры есть горизонт событий, черта, за которую не вырывается даже свет. Это не стена и не поверхность. Это математический предел, после которого уравнения начинают выдавать чушь. У этой черты приливные силы такие, что разница в притяжении между головой и ногами растягивает тело в нить. Астрофизики так и называют это – спагеттификация. И это не шутка, а буквальное описание. Вещество, которое падает внутрь, сначала закручивается в раскаленный до миллионов градусов диск, и часть энергии выстреливает наружу узкими струями почти со скоростью света, на тысячи световых лет. В апреле 2019-го коллаборация Event Horizon Telescope показала первое прямое изображение тени черной дыры в центре галактики М87. Позже та же команда сняла Sagittarius A*, дыру в центре нашего Млечного Пути. Снимок собрали 8 радиотелескопов, синхронизированных атомными часами, чтобы работать как один инструмент размером с планету. За несколько ночей 2017-го они записали около 3,5 петабайт. Столько по интернету не передать. Диски с данными везли в Бостон самолетами. На жестких дисках, в багаже. А пугает физиков даже не снимок. Пугает, что рядом с границей дыры их лучшие теории начинают спорить друг с другом. В 70-х Хокинг показал, что черные дыры медленно испаряются, излучая частицы. Но по его же расчетам, это излучение выходит абсолютно пустым, без всякой информации о том, что когда-то упало внутрь. Получается, вся информация о провалившемся веществе должна бесследно исчезнуть, когда дыра испарится. А это прямо ломает один из столпов квантовой механики, по которому информация во Вселенной просто так не пропадает. Спорят уже полвека, ответа нет. Давайте поговорим о целых мирах, которые летят в темноте. Не у каждой планеты есть свое Солнце. Есть планеты-странники. Они когда-то сформировались в нормальной системе, а потом их вышвырнуло наружу. Молодая планетная система – это толкотня. Крупные планеты тянут друг друга гравитацией, и кого-то в этой возне может зашвырнуть так, что он навсегда улетает от своей звезды. И все. Дальше планета летит в межзвездной темноте. Одна. Без рассветов. Звезды-то нет. Без сезонов. Орбиты тоже нет. Поверхность такого мира – это космический холод, близко к абсолютному нулю. Но есть нюанс, который кому-то покажется почти обнадеживающим. Если у планеты внутри еще тлеет остаточное тепло от формирования, а сверху лежит толстая шапка льда, под ней теоретически может прятаться жидкий океан, без всякого солнца, просто за счет собственного тепла планеты. Доказательств пока нет, это только модель, но сама мысль странная. Найти такие объекты почти невозможно, они не светят, отражать им нечего, а собственного тепла слишком мало для большинства телескопов. Ловят их хитро, методом микролинзирования. Когда странник проходит на фоне далекой звезды, его гравитация на пару дней чуть искривляет и усиливает ее свет. Саму планету не видно. Видно только, что мимо что-то прошло. Вот тут начинается неприятное. По прикидкам НАСА, основанным на таких наблюдениях, странников в нашей галактике может быть в разы больше, чем звезд с нормальными планетными системами. В иных оценках мелькает соотношение порядка 20 к 1. Это не твердый факт, а вилка, которую еще будут уточнять. Но если она подтвердится, то типичная планета во Вселенной – это вообще неуютный шарик на орбите вокруг солнышка. Это глыба, которая летит в полной темноте и которую никто никогда не разглядит. А такие, как Земля – редкое исключение. А вы знаете, когда на самом деле космос проходит сквозь вас? У Земли две брони, которых мы не замечаем. Магнитное поле планеты и плотная атмосфера. Вместе они отсекают почти все, что летит в нас из космоса. Вышел за них, и разговор другой. За магнитным полем человека ждут два типа радиации. Первый – солнечные частицы. Их выбрасывает при вспышках. Их хотя бы можно прогнозировать и от них реально частично укрыться. Второй – хуже – галактические и космические лучи. Это фон, который сыплется из глубокого космоса. Остатки взрывов далеких сверхновых. Летят на околосветовой скорости и с такой дурью, что обычная алюминиевая обшивка корабля их не держит, а местами делает только хуже. Частица бьет в металл и рождает вторичное излучение на МКС, которое летает на сравнительно защищенной низкой орбите. Годовая доза уже заметно выше земной. Это видно по дозиметрам, которые члены экипажа таскают на себе постоянно.
Еще с миссии «Аполлон» астронавты рассказывают про странные вспышки света, которые видят даже с закрытыми глазами в темноте. Считается, что это отдельные космические частицы проходят прямо через глаз. Точный механизм, кстати, так до конца и не выяснили. А вот полет к Марсу – это месяцы вообще без планетарной брони. И тут доза радиации превращается в проблему уровня топлива и кислорода. Ее считают инженеры еще на стадии чертежей. Не пугалка из кино, а строчка в таблице рисков. Рак – удар по нервной системе, медленно дохнущая электроника корабля. От астероида можно увернуться. От частицы, которая прошивает тебя насквозь, спрятаться нельзя. А вы в курсе, где рождается золото? Нет? Сейчас расскажу. Нейтронная звезда – это тоже остаток сверхновой, ядро, спрессованное так, что чайная ложка его вещества весила бы на Земле миллиарды тонн. Плотнее во Вселенной только черные дыры. Иногда такие звезды живут парами и миллиарды лет медленно падают друг на друга, теряя энергию на гравитационных волнах. А в последние секунды перед слиянием раскручиваются до сотен оборотов в секунду и сталкиваются. В этом столкновении материя оказывается в состояниях, которые на Земле не воспроизвести никак. 17 августа 2017 детекторы LIGO и Virgo впервые поймали гравитационные волны именно от такого слияния. Событие назвали GW-107-817. Через 1,5 секунды телескоп Ферми засек короткий гамма-всплеск из той же точки неба. А дальше десятки обсерваторий навелись на одну галактику и поймали оптическую вспышку. Килоновую, в 1000 раз ярче обычной новой звезды. Первый раз в истории одно и то же событие в космосе увидели разом и через гравитационные волны, и через весь свет от радио до гаммы. И вот что нашли в этой вспышке. В выброшенном веществе были тяжелые элементы – золото, платина. Причем не пара крупиц. По оценкам, в такой килоновой рождаются сотни масс Земли золота и столько же платины. Где во Вселенной берется все, что тяжелее железа, не понимали десятилетиями. Обычным звездам на это не хватает энергии. GW-170817 дал прямой ответ на старый вопрос. Часть золота на Земле родилась не в тихом свете звезды. Она родилась в катастрофе, где два звездных трупа рвали друг друга на куски за тысячи световых лет отсюда. То кольцо, что лежит у кого-то на пальце, когда-то вылетело из такого столкновения. Но почему же галактики не разлетаются? Темная материя ничем не угрожает в привычном смысле. Не нападает, не взрывается, никуда не падает. И все равно от нее не по себе. Смотрят астрономы, с какой скоростью крутятся галактики, и не сходятся. Звезды на окраинах несутся слишком быстро для той массы, что видно в звездах, газе и пыли. По законам гравитации их давно должно было раскидать, а их не раскидывает. Значит, есть лишняя масса, которая не светит и не глотает свет обычным образом. Отсюда и название – темная. И она не только в отдельных галактиках. Ее видно потому, как искривляется свет далеких объектов рядом с массивными скоплениями. Это гравитационное линзирование. По нему невидимую массу буквально рисуют на карте. Видно ее и в том, как вся наблюдаемая Вселенная собрана в гигантскую сеть из нитей и пустот. А обычное вещество – звезды, планеты, мы с вами – это лишь малая доля от общего состава Вселенной – около 5%. Все, что мы вообще способны разглядеть в телескоп – эти жалкие 5%. Остальное – темная материя и темная энергия. Из чего темная материя состоит? До сих пор не поймали. Оснований, что она есть – масса, и они проверены 100 раз. А вот саму частицу или механизм напрямую не зафиксировал ни один эксперимент. Так и живем. Рисуем подробные карты Вселенной, где то, что видно глазами – крохотный кусочек, а все остальное угадывается только потому, как оно тянет за собой звезды. А как насчет судьбы, которая растягивается в пространстве? В конце 90-х астрономы посмотрели на далекие сверхновые и получили чушь. По всем ожиданиям, расширение Вселенной должно тормозиться под действием гравитации, а оно ускоряется. Чтобы это объяснить, придумали темную энергию, какую-то силу или свойство самого пространства, которое разгоняет разлет. С тех пор это одна из главных нерешенных задач космологии. Считалось, что эта энергия постоянная, намертво вшитая в пространство. Но в апреле 2026-го проект Dark Energy Spectroscopic Instrument закрыл основной этап 5-летнего обзора неба. 47
47 миллионов галактик и квазаров, почти в 10 раз больше всех прежних карт вместе взятых. И предварительные данные, которые публиковали в 24 и 25, уже намекали на неприятное. Сила темной энергии, похоже, непостоянна. Похоже, она слабеет со временем. Полный массив начнут разбирать в ближайший год, и он либо подтвердит это, либо нет. Если подтвердит, придется переписывать одну из базовых моделей всего будущего Вселенной. А будущее тут зависит от деталей. Если энергия постоянна и дальше задает тон, галактики будут разбегаться все быстрее. И однажды небо для наблюдателя в отдельной галактике станет почти пустым. Почти вся Вселенная уедет за горизонт, откуда свет уже не дойдет. Есть сценарий и поэкзотичнее. Большой разрыв, когда ускорение в какой-то момент рвет уже не только галактики, но и саму ткань пространства на мелких масштабах. Это не предсказание, а один из возможных финалов. И какой из них наш, зависит от свойств темной энергии, которые прямо сейчас и уточняют по самой подробной карте Вселенной за всю историю. Заметили закономерность? Чем дальше объект, тем меньше в страхе перед ним практического смысла, и тем больше голого масштаба. Солнечная вспышка отрубит вам интернет на неделю. Темная энергия не сделает лично вам ровным счетом ничего. И от этого она пугает по-своему, не как угроза, а как медленный пересмотр всего, что мы думали про конец времен. Магнитар не выбирает, куда полыхнуть. Гамма-всплеск не целится. Темной энергии нечего нам доказывать. В этом и весь фокус. Ни одна из 10 штук в списке не злая. Им просто все равно, есть мы тут или нет. А мы только-только научились все это измерять. Поэтому, пока у нас все еще работает электроника, которую не погасила какая-нибудь вспышка, есть шанс подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Напиши в комментариях, какой конкретно факт тебя впечатлил больше всего. Ну а мы с вами прощаемся лишь до следующего выпуска.